Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Двойная Порция. Сегодня мы с вами проверим знаменитый и старинный лайфхак, как же наточить нож для мясорубки. Погнали! Все мы с вами знаем, что в резке мяса используют два элемента. Это сетка мясорубки и сам нож. У нас вот такой вот нож и сетка довольно-таки в плохом состоянии. Сейчас будет кадр, как они соприкасаются. Между ними вот здесь по центру огромная щель. То есть данная мясорубка режет мясо только вот этими вот кончиками. Для этого нам с вами потребуется вот такое вот каленое зеркало. Именно зеркало, не стекло, потому что стекло имеет вот такую вот форму. Также нам потребуется обычная наждачная бумага. Вот так мы ее размочили минут 10 в обычной теплой воде. У нас 80-ка и вот такая вот сетка 120-ка. Если вы на самом деле захотите наточить, и у нас это сегодня получится нож данным способом, то бумагу нам нужно использовать 400-ку и 800-ку. И для начала, для нашего эксперимента, мы нанесем вот так вот воду. Это нужно для того, чтобы бумага не сворачивалась какими-то там непонятными углами и не ползала по всей длине нашего заточного стола, так сказать. Нож берем, вот так вот прикладываем. И вот такими вот движениями по всей длине наждачной бумаги затачиваем. Эффект уже происходит. Продолжаем затачивать нож, пока полностью цвет стали на ноже не поменяется. То есть, видите, вот в этом месте наждачка еще не берет. Добьемся того результата, когда полностью цвет ножа станет однородным. Все, я думаю, достаточно. Посмотрите, ножи у нас полностью поменяли свой цвет. Полностью проточилась вся полоса и режущая кромка. Посмотрите, какая красота. И на самом деле ножи, вот если вот так вот пробовать, довольно-таки острые на самом деле стали. Был вообще полностью тупой нож. Сейчас он прям подрезает руку. Очень действенный способ оказался. Далее мы с вами берем вот эту вот пластину и то же самое делаем с ней. Давайте ее прямо вот так вот обмоем. Посмотрите, зеркальная просто решеточка. Сейчас мы все это оставляем, убираем вот эту, укладываем вот такую вот сетку. Все мы прекрасно знаем, для чего она. Для шлифовки стен. Но это единственная сетка, которая мелкозернистая у нас есть. Ехать специально в магазин и покупать 10 листов наждачки я не хочу. А для эксперимента это как раз таки подойдет. Еще раз напомню, если вы будете точить, эксперимент сегодня у нас удастся, то наждачку нужно брать чем мельче, тем лучше. Как говорят старожилы, лучше всего выписывать 8 на наждачной бумаге для более качественной заточки. Сильно надавливать мы уже не будем, просто двигаем наш нож по наждачной бумаге. Наждачка все сделает сама. И спустя буквально 3 минутки получаем вот такой вот уже отполированный нож для мясорубки. Посмотрите, какая красота. Все то же самое мы делаем с нашей решеткой. Ну вот и все. Заточка наша закончена. Сейчас мы с вами все это промоем, немножко приберемся и попробуем, на самом деле, работает это или нет. В описании под видео я прикреплю ссылку на плейлист, где мы уже протестировали более 20 видов средств против нагара и жира. Также мы проверили, чем отбелить полотенце, очистить чайники и пробить утюги. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Ты нам этим очень поможешь. Устанавливаем наш нож и нашу сетку в мясорубку. Все, а теперь мы с вами попробуем перекрутить небольшое количество мяса на нашей снова заточенной мясорубке. Все жилки, которые были на курином бедре, мы все оставили, ничего не срезали. Вот кожа и так далее, ничего срезано не было. Все, загружаем в мясорубку и поехали крутить. На первый взгляд все крутится довольно-таки прекрасно.
Попробуем закинуть побольше. Прям вот целую кучу. Ну и давайте все-таки посмотрим, что у нас получилось. Фарш мы с вами перекрутили. Фарш довольно мелкий, идеальный вообще. Давайте разберем. Так. Так. Ну, какое-то количество жилок, конечно, на нем присутствует, но в основном, вот, то, что здесь что-то не перекрутилось, но в основном все кожицы и жилки, все перемололось, все идеально. Вот такой вот интересный тест-обзор у нас сегодня получился. Мы сегодня научились натачивать ножи старых советских мясорубок советским же способом. Способ рекомендую, так как это мясорубка не перекручивала мясо от слова совсем, она его просто передавливала. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. Увидимся в следующих выпусках, где мы протестируем еще что-то интересное, либо чему-нибудь научимся со старых журналов. Пока!